Приветствуем вас, друзья! Вы на канале Велесмастер. В этом видео я разрушу последние зацепки противников парка львов Тайган. Я понимаю, что укуса амурским тигром годовалого ребенка могло и не быть вовсе, но есть обвинительный приговор Олегу Зубкову именно по этому факту, поэтому я и рассматриваю вероятность этого укуса и факт виновности или невиновности директора парка в этом ЧП. В сообществе на своем YouTube-канале я опубликовал опрос, в котором из 1100 проголосовавших зрителей 95% уверены, что в произошедшем виновата сама мать мальчика, которому на тот момент был 1 год и 2 месяца. Итак, противники парка львов Тайган утверждают: первое. Отжимной барьер от основного вольера с амурскими тиграми был на расстоянии меньше, чем 1 метр. Второе. Отжимного барьера вообще не было перед вольером с тиграми. На этой фотографии тот самый ребенок, которому по версии обвинения амурский тигр откусил большой палец руки. Как видите, ребенок развит правильно, имеет правильные пропорции тела и развит в соответствии своему возрасту. Также нам известны средние анатомические пропорции ребенка возрастом от 1 года до 1,5 лет. Меня интересуют 4 этих показателя: рост, длина спины, рукава и ног ребенка. Эти показатели я нанес на рисунок для наглядности и понимания, о каких пропорциях идет речь. Если предположить, что ребенок стоял возле отжимного вольера на земле, то в силу своих пропорций он никак не смог бы достать до клетки, поскольку высота отжимного барьера везде 1 метр, а рост ребенка в таком возрасте не более 86 сантиметров. Это хорошо видно на кадре из видеоролика Татьяны Алексагиной, которая проводила подобный эксперимент возле вольера со своей внучкой Каролиной, которой также 1 год и 2 месяца. Из сюжета программы на канале НТВ известно, со слов самой матери, что ребенок был у нее на руках. Мы стояли возле вольера, он был у меня на руках, а потом рука, я не знаю, оказалась как-то у тигра. То есть высота отжимного барьера уже не имеет значения, а нас интересует расстояние до основного вольера с амурскими тиграми. Длина руки ребенка не более 28 сантиметров. Со слов противников Тайгана, отжимные вольеры были на расстоянии 44 сантиметров. Это значит, что и в этом случае ребенок самостоятельно никак бы не смог дотянуться до вольера. Давайте теперь предположим, что отжимных барьеров вообще не было. Во второй части видео с прениями сторон от лица Олега Зубкова я показал, что он ссылался на постановление правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года под номером 1937, которое вступило в силу 1 января 2020 года. В этом постановлении в главе 26 внесены нормы для отжимных барьеров. Не допуская контактов с животными, угрожающих здоровью и жизни людей, в том числе посредством размещения посетителей на безопасном расстоянии от животных, информирования посетителей об опасности несанкционированных контактов с животными, а также запрета на привлечение зрителей к участию в выступлениях животных. При этом безопасным считается расстояние не менее 1 метра от вольера с животными или защитного рва перед вольером с животными. Глава 46 пункта Т также обязывает установление отжимных барьеров дополнительного ограждения, препятствующего доступу посетителей зоопарка вплотную к основному ограждению вольера в целях предотвращения любых контактов посетителей с опасными животными. Но враги Олега Зубкова, не спешите радоваться. В постановлении правительства от 30 декабря 2019 года под номером 1938 об утверждении положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках указано, что если не устранить недочеты, указанные в соответствии с постановлением правительства до 1 января 2022 года, то владельцы парков не смогут получить лицензию на осуществление данной деятельности. То есть предыдущая лицензия к этой дате утратит свою юридическую силу. Напомню, что случай с ребенком произошел 25 сентября 2021 года, когда предыдущая лицензия еще действовала.
Это значит, что работа парка львов Тайган соответствовала предыдущим нормам и правилам. Несмотря на это, после произошедшего Зубков Олег Алексеевич отдал указание немедленно устранить все недочеты в соответствии с новым постановлением, хотя у него было на это время еще до 1 января 2022 года. Учитывая все вышесказанное, я прихожу к выводу, что данное происшествие могло случиться только в том случае, если мать ребенка его сама протянула к клетке, при этом положив корм в руку своему ребенку. Судьба ребенка была в буквальном смысле в руках самой матери. При этом со стороны директора парка все нормы и правила были соблюдены в соответствии с действующим законодательством. На это указывает наличие разрешающей лицензии на тот момент, а также получение новой лицензии в соответствии с нынешним постановлением правительства. В следующем видео я приведу в пример аналогичной ситуации с произошедшей в парке львов Тайган и покажу всю абсурдность обвинений в сторону Олега Алексеевича Зубкова. Поддержите видео лайком, поделитесь им в социальных сетях и подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также на наш Telegram Велесмастер по ссылке в описании и закрепленном комментарии. До встречи!